А в этом выпуске мы сходили на мясной фестиваль. Побывали на скачках. Попробовали легендарную пиццу. Нашли в центре небоскреб, которому 100 лет. Встретили Гошу. И принимали подарки от наших друзей из Грузии. Поставьте лайк этому выпуску сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра. Так, мы сегодня с Дашей решили разведать новый торговый центр на окраине города. Dot Buyers Shopping называется. Вот с этой стороны идет объездная. Он находится прямо вот по ту сторону. Еще, можно сказать, в автономном городе Буэнос-Айрес. А мы идем по другую сторону объездной. Типа мы уже в провинции Буэнос-Айрес. Ну, короче, все как на МКАДе. Вот, поэтому сейчас мы как-нибудь перейдем дорогу большую вот эту и вернемся назад в Байрес и пойдем в торговый центр. Ехали мы на 15-м автобусе минут, наверное, 15 от нашего дома. Ой, ну что, первое впечатление — это хорошо и прохладно. Вот. И плюс есть всякие магазины, по которым мы немножко соскучились. Например, Zara, да. И плюс, да, бренды, которых уже нет в России сейчас. Ну, тот же, например, Adidas, и кофейный этот бренд. Starbucks. О, правильно. Ну что, торговый центр на самом деле довольно большой, магазинов разных много, и техники, и одежды, и есть кинотеатр. На самом деле сюда можно прийти, погулять и отовариться. Просто сегодня он под наши критерии не попал, не нашли мы то, что нужно, поэтому пойдем дальше. Hola, amigos! В общем, сегодня мы собрались пойти на фестиваль еды. Будет фестиваль Чорипан, это как хот-дог. Вот. И мы уже выдвинулись, как наш консьерж тормознул нас и говорит: ребята, вам паспорт пришел. То есть, видимо, почтальон просто оставил на ресепшене наш паспорт, ну, наш, теечки. Вот. И, в общем, все. Теперь она еще и обладательница синего аргентинского заграничного паспорта. Ура! Привет. Мы тут сели, потому что ребенок спал. Ну, хорошо. Музыка не мешала. Приветствую. Да, что Привет, привет. Привет. Вкусно? Видишь, как самые голодные, уже едим. Ага. О, классно. Что у вас тут такое? Ребра. гигантское Ну, ребро. гигантское ребро просто. Это осада, видимо, да? А это как называется? Это чорипан называется. С этим да, понятно. да. Чори и панковая. А вот эта хрень называлась как-то непонятно. Поэтому я наугад ее заказал, и получилось, что это ребро. Ну, в общем, мы встретили очень много знакомых, и я думаю, что сейчас мы все за одним столом скооперируемся и посидим такой большим русским комьюнити.
Да, все это, конечно, чрезвычайно вкусно выглядит. Очень красиво, очень ароматно. В общем, такую вот красоту приготовили. Все бы ничего, но за 450 рублей это какой-то переоцененный хот-дог. Вот. Но в целом вкусно. Пыль из-под копыт, азарт и развлечения для богачей. Вот именно так мы представляем себе скачки. Сегодня мы решили посетить их сами. В Буэнос-Айресе есть специальное для этого место, это ипподром. Мы были на нем вчера в одной из его частей на фестивале еды. Но, конечно же, основное его назначение — это конные скачки. Мы прям, скажем, давно хотели сюда попасть. Даша даже шляпу готовила, чтобы было как в фильмах. Но сегодня сильный ветер, и картинка будет, наверное, не совсем такая, как в ее фантазиях. Я даже не успел сосчитать, сколько там было лошадей. Они все как-то очень быстро пробежали, и из-под копыт прям вот куски земли прям летели наверх. Конечно, очень азартно, и народ прям кричал, поддерживал. Но когда лошади финишировали, ну, конечно, тут вообще все кричали, кто от радости, кто, видимо, от расстройства. Очень азартные люди, очень вовлечены. Вот такой вид спорта интересный, ни разу в жизни я на таком не был. Но, видимо, в том числе и для этого надо было оказаться в Аргентине. Да, в принципе, все так и есть. Только я думала, что тут еще больше народу. Но, видимо, это не такие суперскачки. Но тут прям народ болеет за свою лошадь. Видимо, на кого ставки поставил. В следующий раз надо будет прийти и поставить обязательно ставку. Вот. И, наверное, будет еще интереснее наблюдать. Но прикольно. Мы видели вот один заезд, так скажем, лошади пробежали, все там, победителя выявили. И сейчас пауза, когда люди ставят на других лошадей. На экране видны коэффициенты и, видимо, суммы, которые уже на них поставили. Сразу видно по мнению людей, так скажем, фаворита, аутсайдера. Вот. Посмотрим, насколько это действительно получится по факту скачек. Так, первая дистанция была километр, было очень много лошадей. Потом, видимо, это был какой-то отборочный тур, потому что следующий тур была дистанция 2 километра и было 4 лошади. Собственно, 2 километра, вот они бежали, но, конечно, наездники прям вот уставшие были, они прям дышали еле-еле, и лошади тоже, но это прям изнуряюще было, вот, но очень эффектно, красиво, конечно, интересно посмотреть, интересно побыть здесь и поучаствовать в этом, вот. Я не ставлю
никогда, я не играю на деньги, ну, это мой принцип. Но Даша бы очень хотела, ну, а тут ставки по 1000 песо, это 100 рублей, поэтому вполне себе даже реально. Да, я бы поставила. Но было бы интересно, если бы мы были в компании и поставить, чтобы каждый поставил на какую-то определенную лошадь. На разные. На разные, да. Ну вот, в следующий раз надо кого-то брать с собой и делать ставочки. Ну что, я считаю, это был интересный опыт. Если честно, очень рекомендую сюда сходить, если вы в Буэнос-Айресе. Ребята, мы сегодня в воскресенье решили съездить погулять в центр. Доехали на 29-м автобусе без пересадок. Кстати, проезд подорожал, он сейчас, по-моему, 90 местных денег стоит. То есть в 1,5 раза подорожал, но с учетом изменения курса не намного. В любом случае он стоит сейчас рублей 8, наверное. Вот. Мы поехали прогуляться в центре, хотим посмотреть интересные здания. Тут очень красивая архитектура. И вот первая наша точка — это театр Колонн. Мы прямо возле него, но с задней его стороны. Но хорош он со всех сторон. Мы сегодня решили заглянуть в какую-то очень популярную местную пиццерию, которую прям все советуют. Называется она Эль Квартито. Мне даже мой друг Дима написал об этом, что обязательно посети. По-моему, он даже здесь был. Вот. Идем смотреть, потому что отзывы прям потрясающие. Вечерами, говорят, тут на несколько кварталов прям очередь. Здесь такое трушное заведение, тут реально все местные, нет туристов вообще. Цены очень приятные, то есть за слайс пиццы 1500 песо, это чуть больше 100 рублей или чуть больше $1. Попить мы взяли вот такую вот водичку, она очень вкусная, не приторно-сладкая, чуть-чуть с кислинкой, со вкусом помело. И ждем именно фирменную местную пиццу, ради которой тут собираются нереальные очереди. И учитывая, что даже днем аргентинцы особо не ходят в заведения, здесь 2/3 столов заняты. Вот такие 2 уверенных кусочка принесли. Давайте попробуем, потому что очень интересно. Отзывы, потому что были просто вау. Это вкусно. Много сыра и жареный лук. Круто. Мне нравится. Очень вкусно. В общем, пицца была вкусная. Конечно, это ни разу не неаполитанская пицца, но это какая-то местная, очень тоже особенная. Мне понравилось. Я даже еще сейчас заказал кусочек, но другой, с моцареллой, ветчиной и болгарским перцем. Слушайте, ну мне понравилось. Место очень аутентичное, оно прям вот такое трушное, настоящее. Очень рекомендую сюда сходить. В принципе, вкусно. Это, конечно, не пицца, это пирог. Ну, в моем понимании, да, потому что очень много начинки. Очень много кто любит именно, когда много начинки. Я люблю однослойную пиццу, именно неаполитанскую. Вот. В любом случае, сходите обязательно. Это очень приятное ощущение. Мы с Дашей дошли до здания уникального. Это исторический памятник.
потому что на 1923 год это было самое высокое здание в Аргентине и во всей Латинской Америке. На данный момент там находится бизнес-центр, но вроде бы есть возможность подняться на смотровую площадку. Сейчас узнаем. Да, очень красивое здание, очень красиво внутри, интересные лифты винтажные, с паркетом внутри, с шкалой этажей. Я думаю, здесь фантастически красиво и дальше наверху, но, к сожалению, мы не сможем туда попасть, просто потому, что туда нельзя подниматься людям с коляской, на коляске, и предельно аккуратно нужно быть сердечником и беременным. Вот расценки на тур, без гида тоже нельзя подняться, то есть только надо брать гида. Вот такая история. В общем, не в этот раз, но здание очень красивое, и только представьте, ему 100 лет в прошлом году было. 100 лет, обалдеть. Между прочим, в здании 22 этажа, а высота здания при этом 100 метров. Создатель этого здания ориентировался на божественную комедию Данте Алигьери. Этажи здания архитектор разделил на 3 секции, и с 1 по 14 этажи символизируют ад, а с 15 по 22 рай. Вот так вот. На данный момент в здании находятся офисы почти везде, и представьте, что вот кто-то работает в аду. Ну и в завершении нашей прогулки мы дошли до площади Конгресса, посмотрели на обалденную архитектуру. Честно скажу, мне очень нравится, как это все выглядит. Кстати говоря, когда была инаугурация нового президента Милея, за день до этого я здесь на мотоцикле проезжал, было очень много народу, ставили конструкции, в общем, готовили все к празднику. Вот, в общем, я так чуть-чуть поприсутствовал, мимо проезжал. Вот. А вообще, конечно, очень красиво, масштабно. Были времена, это вот как раз примерно там 30 там какой-то год прошлого века. Вот возводили такие огромные, но это колоссальные масштабы здания. То есть это целый квартал. Ну что, ребят, крутые новости. Спустя 1,5 месяца вернулся Гоша. И буквально он ночью прилетел, и сейчас вечером идет к нам в гости, уже ждет внизу, пошел его встречать. Соскучился по пацану, хочется истории послушать, погнали. Эй, гамарджоба бичо! Рогорахат! Ой, какой заросший! Да. Я тебя не видел. У меня теперь модная прическа. Ну, это лучше, чем было. Да. Кто ты, как ты? О, О, я с подарками. вот это набор, вот это по-взрослому. Да. Привет! Эй! Наконец-то ты приехал! Да, приветики. Ой. Привет! Привет! Ой, там человек проснулся. Да, истерику устроила в магазине. Там за мной стояли бабушка и дедушка аргентинцы. Они мне помогли из корзины вытащить все. Дедушка стоял и качал, бабушка мне выгружала. Потом дедушка мне загружал, в рюкзак и в пакет вещи. Мне кажется, если бы они быстрее прошли, на этой стойке, на кассе, то они бы, наверное, еще со мной до дома дошли. Но я побежала, ее начала укачивать, и она, нормально. Какая милота. Это аргентинцы. Привет.
Вот, и самый приятный момент, да я шучу, но тоже очень приятный, когда, Отложенный Новый год. да, когда приезжают люди с того конца земли, там, где есть все, и что-то привозят. Так, Саня, надеюсь, такой специи у тебя точно нет? Смотри, какая вот тебе специя привезли с другого конца. Сухая джика. Ну, скоро моя закончится, и больше не будет такой. Нет, это для другого. Это аджика, она острая, и она очень крутая. Круто. Даш, это тебе. Ой, спасибо. У меня теперь гречки, я не знаю, насколько... А, у тебя есть? Да, Могу забрать. Спасибо. Спасибо. Нет, ты огромное. приезжай просто. Она на очень нужна. Так, Саня, ну а ты еще сможешь это сделать сравнительную дегустацию теперь. О, Так мы вместе делаем. коньяк Арарат, коньяк Арарат, папа рад и мама рад. Крутяк. Спасибо, дорогой. Так, это еще не все. Еще не все. Да. Еще И не всё, всё. Вот все вот эти вот, все, что осталось, это вам Антоха передал с Вани. Так, вот это, подожди. Так. Да, вот это вот малой. О, Ну. нифига. В общем, и О. вот все, что там внутри, я не знаю, что там. Я только знаю, что там есть чурчхела. О, спасибо. Да ладно. Спасибо. Ваня, Антоха, спасибо вам, ребята. Я еще не знаю, что там, но уже очень приятно. А давай смотреть скорее. Давай. Так, короче, давай. Анпакинг, что это? Так, это специи какие-то. Сванская соль, наверное? Да, не факт. Нет? Да, это сванская соль. Ура! Блин, я очень хотел О, сванскую. вот хорошо, что я ее не привез. Так. Так, это что-то. Так, подожди, вот это вот, я точно помню, что тут была чурчхела. Вот это вот, наверное, должна быть чурчхела. О, мамма мия вообще. Диди Мазоба, дорогой. Так. Давай. Тут я тоже не могу. Гоша, помогай. Ну что-то тяжелое. Да. Давайте пока. Будут Ой, ощущения. ой. Ой, О, ребята, ну чего? Спасибо. О, прикольно. да ладно. Фига! Вы что, вы гоните? Серьезно? Обалдеть. Ребята, это самое крутое, что можно было придумать. Обалдеть. Подожди, а вот тут что-то еще по-грузински написано. А я не знаю, надо перевести. Я еще не научил. Офигеть. Охренеть! Ты сейчас будешь у меня звезда. Ребята, вы самые крутые. Спасибо большое. Что это? Это просто нереально. Это джига. Ой, офигенно. Ты не пробовал? Нет, я такого не буду. Офигенно. Попробуем. Ну, Смотри, тут еще что-то есть. обалдеть. Ой, смотри какие. Ну все. Ну нифига себе, смотрите, ребята, что прислали. Да. Блин. Ну всё. Мы- У меня тоже такие чувства трогательные. Ребенок не смог сдержаться. Я тоже скоро. Ну да, представляешь? Вот такая Вот. красота. Антон, Катя, Макар, Ваня, Ариша, Наташа и все передали. Блин, спасибо вообще. Вообще, Очень круто. Но вот это с логотипом канала, это бомбяло просто. Дэн, ну тебе придется не вырастать из этого. Я не знаю, как это. Да. Вы слышали? Реально он говорит, да. Грустное лицо. Блин, очень круто. Спасибо огромное, Гош. Пожалуйста. Это... Я и так-то был рад, что Гоша приехал. Я реально за 1,5 месяца соскучился по нему. Но что, еще вот так вот? Все, ты растопил мое сердце просто. Я тебя накормлю. Гоша всегда говорил, что он любит косточки погрызть, поэтому сегодня вечером наш стол выглядит примерно вот так. Это Гоша. Это Гошина тарелка. Это моя тарелка. Ну, называется, хотел, получил. Я шучу, на самом деле, конечно. Конечно, да. Я что-то твой бокал, Саш, не вижу. Ты сегодня не пьешь, да, получается? Выходит, что так. Ну, зато поешь побольше. Ну да. Короче, ребят, нам безумно интересно, что здесь все-таки написано. Мы, естественно, не можем это считать, но у нас есть некоторые догадки, поэтому давайте посмотрим.
наводимся и... Возлюбленный? Возлюбленный? Любовь. А, может быть это... Сикварули. Не знаю, сейчас посмотрим. Но, скорее всего, это оно. Блин, прикольно. Я, кажется, уже понимаю грузинский. Классно вчера посидели. Хорошо, прям душевненько, вкусно. Вот, в общем, поболтали, все обсудили. Сегодня мы съездили, получили ИНН. Взяли справку в полиции о месте жительства. И пришло время возвращать мотоцикл Гоше. Поеду, прокачусь последний разок. И отвезу. Пора уже. Да. 1,5 месяца я катался на нем. Конечно, это вообще очень удобно. Он много где выручил. Вот, и Гоше большое за это спасибо. Вот и все. Вот и все. Да нет, хорошо покатались. Давай. Спасибо. Было классно. Надежный приказ. Давай аккуратней. Все.